Всем привет! Добро пожаловать на канал Дистилеша. Это канал не только о виски, и не только виски единым жив человек, а этот выпуск о ржаных дистиллятах. Сегодняшний выпуск посвящен 4 ржаным дистиллятам и битве крафтового дистиллята от Азбуки Винокура, который произвел Павел. Подписывайтесь на канал, ссылка на него в описании. Сражаться он будет с 3 промышленными образцами. И это выпуск также дань памяти и почтения безвременно ушедшему от нас Борису Викторовичу Родионову. 3 декабря его не стало. Борис Викторович был отцом русского дистиллята, полугаров. И, собственно говоря, флагман в возрождении ржаных дистиллятов и возрождении русского хлебного вина в России. Благодаря его усилиям и стараниям в России появилась такая категория, как дистиллят вообще. Так что все, что касается дистиллятов и моего канала, в общем-то, современная история дистилляции в России начинается с наших дней, можно сказать. Итак, с нами 4 бутылочки, как я сказал, дистиллят от Павла Гаглоева 46 градусов, 3 остальные по 40 градусов. Это саранский ЛВЗ «Самовар», белорусский Белалка самогонка Сагоров и дистиллят от Бориса Родионова, Польша. Это у нас хлебник. Подробнее о бутылочках рассказывать, пожалуй, не буду, но единственное, по оборудованию можно пробежаться. У Бориса Родионова медный аламбик, который, кстати, довольно сложно найти в виде фотографии в интернете. Вот такую фотографию я нашел, не знаю, что это такое, но, возможно, это его какой-то экспериментальный аламбик. Оригиналов и то оборудование, которое используется сейчас, найти мне не удалось. Саранский ЛВЗ — это ПВК с медной колонной укрепляющей. Белалка, к сожалению, опять же, не нашел я фотографии их дистилляционного оборудования, но, возможно, дистилляция производится не на этом предприятии. Этот завод похож на разливайку, потому что я не нашел ректификационных колонн или дистилляционного оборудования. В общем, кто знает, как гонит свои спирты Белалка, напишите, пожалуйста, в своих комментариях. И Павел Гаглоев, который делает свой дистиллят на классическом испанском аламбике, 5-литровом, если я не ошибаюсь. Давайте начнем разливать. Значит, что я сделаю? Я сравню все 4 дистиллята, расставлю оценки и выявлю победителя. Поехали! Итак, пришло время озвучить результаты и расставить оценки. Образец номер 1. Аромат фруктовый, чуть хлебный, чувствуются дрожжевые ноты, хлебный мякиш, но в то же время очень чистый, очищенный, красивый, органичный. Вкус водянистый, фруктовый, хлебный. Послевкусие подводит спиртовое и немного водочное, но чувствуется хлебная кислинка. Оценки я расставлял по 30-бальной шкале. 10 баллов максимальная оценка за аромат, 10 за вкус, 10 за послевкусие. И этот образец номер 1 набирает 25 баллов. Я считаю, что это образец от Бориса Родионова с сыновьями, потому что он очень-очень качественно сделан. И по аромату я дал ему 9 баллов. По вкусу тоже 9. Образец номер 2. Рожь во всей красе. Чувствуется хлебный мякиш. Чувствуются ситно-фруктовые оттенки и бочковые соленья, красная смородина, хрен. Я считаю, что это образец от Павла, Азбука Винокура. Вкус насыщенный, маслянистый, плотный. Все то, что мы чувствуем в аромате, идет во вкус. Послевкусие отличное, спокойное, не спиртозное, как в предыдущем образце. И чувствуется та же хлебная кислинка. 23 балла, довольно высокая оценка. Из минусов отметил бы какую-то вот вкусоароматику от перегонного оборудования, как я говорю, от Куба, который я чувствовал в выпуске от ярославских винокуров. Посмотрите мой обзор, где я рассказываю о их дистиллятах и ставлю оценки там. Образец номер 3. Аромат. Преобладают овощные ноты, но также присутствует и хлебный мякиш, также есть хрен, также есть листья черной смородины. Во вкусе те же маринады, листья смородины, рожь,
Также чувствуется слегка оттенок этого самого перегонного оборудования, перегонного куба и хлебный мякиш. Послевкусие довольно неприятное, спиртовое, но тем не менее низкую оценку я ему поставить не смог, потому что все довольно неплохо, 22 балла. Образец номер 4, аромат пустой, вот этот образец довольно пустой. Аромат пустой, спиртовой, где-то вдалеке слышны где-то там овощные ноты и хлебный мякиш. За аромат я поставил ему 5 баллов. Вкус маслянистый, вот тут вкус более приятный, маслянистый, плотный, насыщенный, зерновой. Фруктовые те же ноты также чувствуются, как и в первом образце. Послевкусие хлебное, ржаное и спокойное. Оценка 21. Третий и четвертый образец, не знаю, ни тот, ни другой не пробовал. Кто-то из них, я считаю, Косогоров, кто-то Самовар. Предположу, что третий это у нас дистиллят от Саранского ЛВЗ. Четвертый Косогоров от Белалка, потому что вообще не видел оборудования. Первый Родионов. И второй Пашин, азбука Винокура. Ну что, проверим мои предположения. Итак, расставляем все по позициям, как на самом деле получилось. Первое место Саранский ЛВЗ. Первое место Саранский ЛВЗ со своим самоваром. Второе место Паша. Третье место у нас оказалось Косогоров. Косогоров от Белалка. И четвертое место Борис Родионов и сыновья. Ну, так получилось, как получилось, как получилось, а так получилось. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и правильные дистилляты. Пока!